Всем привет, меня зовут Лисан. На своем канале я рассказываю, как зарабатывать деньги в интернете и как открыть свой бизнес с нуля. На сегодняшний день один из способов начать успешный бизнес – это воспользоваться именем и маркой раскрученного и популярного бренда, а именно купить франшизу. Так ли это все просто, как на первый взгляд? Давайте разбираться. Что для этого нужно, сколько это стоит и стоит ли вообще начинать? Если вы специализируетесь в сфере питания, вас может заинтересовать сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC. Все, наверное, знают, что KFC – это американская сеть ресторанов фастфуд, специализирующихся на блюдах из куриного мяса. Была основана в 1952 году Харландом Сандерсом. В настоящее время KFC работает более чем в 110 странах мира и включает в себя более 18 тысяч ресторанов. В них можно попробовать вкусные и интересные варианты самого простого продукта – курицы. Популярность у потребителей, известный бренд и доход говорят о том, что франшиза KFC является выгодным делом. Однако открытие собственной точки под известной маркой может вызвать у предпринимателей немало проблем и сложностей. Если вы хотите приобрести франшизу, чтобы открыть ресторан KFC и подходите к компании, как именно расскажу чуть позже, то она будет сопровождать вас с начала сотрудничества до открытия заведения и поможет в решении основных вопросов. Это подготовка технико-экономического обоснования проекта, также строительная и дизайнерская работа, налаживание контактов с производителями сертифицированного современного оборудования, организация поставки продуктов, подбор, найм, обучение сотрудников, снабжение рекламными материалами и ведение рекламных кампаний, также создание службы доставки и организация ее работы, решение вопросов юридического и финансового характера, также обеспечение поставок, упаковки и фирменной одежды для сотрудников. Сколько можно заработать? Заработок зависит от площадки, расположения ресторана и других факторов. Поэтому разные точки KFC могут показывать разные финансовые результаты. Средним сроком окупаемости вложений считается срок в 3 года. За это время франчайзи должен окупить все расходы и выйти на окупаемость. После этого ресторан быстрого питания KFC может приносить чистую прибыль от 7 до 8 тысяч долларов ежемесячно. KFC предъявляет жесткие требования к кандидату на партнерство. Компания с мировым именем заботится о репутации и дальнейшем развитии и не может предоставлять право использовать свое имя и марку ненадежным предпринимателям. Зато если вы стали франчайзи мирового бренда KFC и честно выполняете все условия сотрудничества, то через 3 года активной работы сможете окупить все финансовые вложения. Вот что они пишут. Мы предлагаем вам открыть собственный ресторан KFC на условиях франчайзи в вашем городе. Мы будем рады принять вас в нашу успешную компанию и обязательно сопроводим вас на всем пути от первой консультации до функционирующего заведения. Обучим сотрудников и поможем вам в решении вопросов от технико-экономического обоснования проекта до подготовки персонала. KFC – компания с мировым именем и мировыми стандартами. Мы уважаем честность, добросовестность, обязательность и точность выполнения договоренности, а также следование международным нормам деловой этики. Какие же есть условия открытия кафе по франшизе? Чтобы стать франчайзи KFC, наличие достаточного материального актива недостаточно. Для бренда важен в том числе и имидж компании, поэтому он потребует следующие свидетельства состоятельности потенциального покупателя. Это документальное подтверждение финансового положения, опыт работы в качестве руководителя в ресторанном бизнесе порядка нескольких лет. Активная деловая и жизненная позиция, стремление к развитию работы на результат, наличие зарегистрированного бизнеса, индивидуальное предпринимательство или общество с ограниченной ответственностью, также отсутствие в биографии судимости, банкротства, сотрудничества с предприятиями-конкурентами, а также планов о совмещении с другим бизнесом. Есть требования к помещению, оно должно отвечать следующим критериям. Соответствие требованиям технического оснащения, гигиены и безопасности, площадь не менее, можно более 250 квадратных метров, расположение в центральных районах города, наличие близлежащей крупной парковки,
Однако для тех, кто собирается покупать франшизу в 2021 году, есть и хорошие новости. Бренд вводит новую для себя тенденцию к снижению стоимости франшизы примерно на 20% с целью расширения сети не только в городах-миллионниках, но и в средних и малых населенных пунктах. То есть можно открыть точку с площадью помещения от 120 квадратных метров. Меню в таком комплектном ресторанчике будет предоставлено в сокращенном варианте. И теперь самое интересное, сколько стоит франшиза KFC. Общая стоимость франшизы KFC складывается из следующих составляющих. Паушальный вступительный взнос 48 400 долларов. При этом одно из требований франчайзера, 51% этой суммы должны составлять собственные активы потенциального партнера, и только 49% могут составлять кредиты с подтверждением гарантии банка. Инвестиции 700 тысяч долларов, 245 тысяч долларов, примерно 35%, это строительно-монтажные и ремонтные работы, подготовка помещения также. 175 тысяч долларов, 25% примерно, приобретение оборудования. 105 тысяч долларов, 15% примерно, это оформление интерьера, покупка мебели. 175 тысяч долларов, 25% примерно, оформление необходимого пакета документов на открытие, покупка компьютерного оборудования, оргтехники и программного обеспечения. Ежемесячные отчисления 11% от вырученных средств, 6% роялти, 4% маркетинговый фонд, 1% расхода на рекламу. И, конечно же, есть свои плюсы и минусы франшизы KFC. Компания KFC успешно присутствует и развивается на рынке, поэтому покупка ее франшизы при соблюдении всех условий и активном ведении бизнеса дает уверенность в завтрашнем дне, ведь система работы KFC налажена и проверена. И в этом немалую роль играет всестороннее сопровождение и помощь, которую оказывают франчайзи-специалисты бренда на протяжении всего первого года работы нового ресторана. Впоследствии при возникновении сложных и спорных обстоятельств он также может обращаться за консультациями к франчайзеру. Также безусловным достоинством франшизы KFC можно отнести это наличие готового уже давно полюбившегося посетителям меню, двухмесячное обучение франчайзи на базе основного предприятия в Кентукки, включая практическое в ресторане с уже налаженной работой, есть и обучающий онлайн-формат, юридическое и экономическое сопровождение. Об этом я вам уже говорила. Помощь в налаживании партнерских взаимоотношений с поставщиками продуктов и техники. Организацию доставки готовой продукции. Обеспечение точки фирменной упаковкой и униформы для работников ресторана. Содействие в подборе штата и обучение сотрудников. Промоутерская поддержка, включая ведение социальных сетей совместно со специалистами KFC, работа по составлению технического и финансового плана реализации проекта ресторана. Если же говорить о недостатках франшизы, особенно если потенциальный франчайзи является молодым бизнесом, то это длительность срока выхода на уровень прибыли. В среднем это, как уже говорила ранее, 3 года. Большой список требований к бизнесмену, удовлетворить который в полном объеме может далеко не каждый. Высокая стоимость франшизы, около 700 тысяч долларов. Фактическая невозможность приобретения штучной франшизы. Становиться партнером KFC выгодно, но при этом невероятно сложно. Мало того, что компания проверяет прошлое предпринимателя, так еще и потребуется вложение большого количества средств. Однако, если человек действительно хочет заниматься данным направлением, любит динамичный и развивающийся бизнес, это прекрасный вариант. Кроме того, у франшизы KFC высокая рентабельность, поэтому выбор за вами. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу такого бизнеса. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока!